В первые минуты никто не понимал, почему новорожденный детеныш леопарда почти не двигался и едва реагировал на мать. Его светлая шерсть и слабое дыхание сразу насторожили наблюдателей. Ранним утром над саванной на севере Танзании поднималось теплое солнце. Высокая трава окрашивалась золотистым светом, а возле редких акаций уже двигались антилопы и зебры. В стороне от равнины, рядом с каменистой грядой, осторожно шла молодая леопардиха по имени Нала. Она сильно похудела, шерсть потускнела, а под кожей проступали ребра. Последние недели были особенно тяжелыми. Из-за беременности она двигалась медленнее, не могла долго преследовать добычу и все чаще оставалась без еды. Более сильная самка постоянно вытесняла ее от водопоя. В то утро Нала почувствовала запах недавно убитой антилопы. Остатки добычи лежали под большой акацией, где отдыхала взрослая леопардиха по имени Зара. Нала долго наблюдала из травы, надеясь дождаться момента, когда соперница уйдет. Голод становился невыносимым, и она все же приблизилась. Ей удалось схватить несколько кусков мяса, но Зара сразу заметила движение. Она поднялась, угрожающе зарычала и бросилась вперед. Нала попыталась отступить, однако усталость и тяжелое тело не позволили ей быстро уйти. Зара догнала ее возле камней, ударила лапой и вцепилась зубами в плечо. Нала рухнула, стараясь прикрыть живот. Через несколько секунд соперница отпустила ее, но на плече осталась глубокая рана. Нала медленно поднялась и скрылась в высокой траве. Следующие дни превратились в испытания. Леопардиха ловила мелких птиц, ящериц и грызунов, иногда находила остатки чужой добычи, но чаще голодала. Воду приходилось пить из мутных луж или слизывать влагу с травы на рассвете. Рана воспалялась, движения становились скованными, а тяжесть в животе усиливалась. Несмотря на это, Нала продолжала искать безопасное место для родов. Через несколько дней она добралась до каменистой долины, расположенной далеко от туристических маршрутов. Между невысокими скалами протекал узкий ручей, а в глубокой расщелине можно было укрыться от жары и других хищников. Леопардиха расширила вход лапами и легла на сухую землю. К вечеру начались роды. Боль накатывала волнами, дыхание становилось тяжелым, а тело дрожало от напряжения. Прошло несколько часов, прежде чем на свет появился единственный детеныш. Он был необычно маленьким, почти не двигался и издавал едва слышные звуки. Его шерсть казалась слишком светлой, а дыхание было слабым и прерывистым. Нала сразу начала вылизывать малыша, подтянула его к животу и попыталась согреть. Однако молока почти не было, потому что организм матери был истощен. Детеныш несколько раз пытался найти сосок, но быстро уставал и снова замирал возле ее груди. Ночь прошла тревожно. Нала не спала, прислушивалась к каждому шороху и постоянно проверяла малыша носом. К утру рана сильно опухла, а боль стала почти невыносимой. Леопардиха уже не могла подняться и лишь закрывала детеныша своим телом от прохладного ветра. К полудню ее силы почти закончились. В это время неподалеку проезжал сотрудник заповедника. Рейнджер по имени Самуэль ехал вдоль сухого русла и заметил на камнях свежие следы леопарда. Они были неровными, словно животное хромало. Мужчина решил проверить участок и вскоре увидел в расщелине неподвижную самку. Рядом с ней шевелился крошечный детеныш. Самуэль остановился и стал наблюдать в бинокль. Он не решался приближаться, ведь леопардиха могла защищать потомство. Однако Нала почти не реагировала на звуки, а ее дыхание было слишком тяжелым. Рейнджер связался с ветеринарной группой и сообщил координаты. Вскоре прибыли ветеринар Лейла и помощники. Налу усыпили безопасной дозой препарата, обработали поврежденное плечо и осторожно уложили на носилки. Детеныша поместили в теплый переносной бокс, после чего обоих доставили в Центр восстановления диких животных. Осмотр показал, что у леопардихи началось сильное заражение, а организм был обезвожен и истощен. Ей поставили капельницу, ввели антибиотики и обезболивающие препараты. Детеныш тоже находился в тяжелом состоянии. Он весил значительно меньше нормы, плохо удерживал тепло и почти не ел. Сотрудники назвали его Тари. Первые дни малыша кормили смесью и регулярно приносили к матери. Нала постепенно приходила в себя. При каждом писке детеныша она поднимала голову и пыталась приблизиться. Через несколько дней у нее появилось молоко, и Тари начал понемногу набирать вес. Его шерсть со временем потемнела, а пятна стали заметнее.
Необычный цвет оказался редкой особенностью первых недель жизни. Прошел месяц. Нала уже уверенно вставала, ходила по вольеру и ела мясо. Когда сотрудники приближались к таре, она занимала место между ними и малышом, внимательно следя за каждым движением. Таре рос активным и любопытным. Он карабкался по низким бревнам, нападал на хвост матери и учился прятаться среди камней. Для них оборудовали полудикий сектор с травой, деревьями и укрытиями. Нала показывала сыну, как бесшумно приближаться к цели, выбирать направление ветра и скрываться на ветвях. Первые попытки охоты были неудачными. Тари слишком рано прыгал и шумел в траве, но мать терпеливо повторяла уроки. Через несколько месяцев молодой леопард уже мог самостоятельно добывать пищу. Нала тоже полностью восстановилась. Шерсть снова стала густой, мышцы окрепли, а от старой раны остался небольшой шрам. Специалисты решили, что оба готовы вернуться в природу. Для выпуска выбрали удаленный район с водой и достаточным количеством добычи. Ранним утром транспортную клетку доставили к границе каменистой долины. Когда дверь открылась, Нала долго принюхивалась, осматривала траву и прислушивалась к далеким звукам. Затем осторожно ступила на землю. Тари последовал за ней и остановился рядом. Несколько секунд они стояли неподвижно, после чего Нала направилась к зарослям, а молодой леопард пошел следом. Позже фотоловушки несколько раз фиксировали их в этом районе. Нала уверенно охотилась, а Тари держался неподалеку и продолжал учиться самостоятельной жизни. Так история истощенной и раненой леопардихи завершилась спасением и возвращением домой. Она сумела сохранить единственного детеныша, а люди вовремя заметили беду и помогли им пережить самый опасный период. Дорогие зрители, как вы думаете, смогла бы Нала спасти малыша без помощи рейнджеров? Напишите свое мнение в комментариях. Поддержите историю отметкой «Нравится» и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые рассказы о диких животных.